В одном из районных центров Смоленска в дождливые майские праздники Нива, слегка превысив скорость, выехала на дорогу с круговым движением. Не удержавшись на мокром асфальте, машина съехала в кювет и там перевернулась. Благополучно встав на колеса, водитель включил понижающую и блокировку, потихонечку выехал из кювета и своим ходом направился домой. Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Нива. Автомобиль отмыт, поменены навесные мятые детали. Клиент своими силами пытался в течение месяца провести ремонт. Вроде как выправил крышу, но понял, что с геометрией ему самому не справиться. Он связался с нами, записался в очередь, и вот машина у нас. Машину разобрали, сняли все, что нам мешало, почти все стекла, которые были вставлены клиенту, чтобы доехать до нас из Смоленска. Накинули донорскую дверь неплохую, а также донорскую крышку багажника. Состояние этих деталей для нас не имеет никакого значения, нам важно лишь то, что они ровные. В связи с тем, что на автомобиле крышка багажника и пассажирская дверь пострадали при опрокидывании авто, были сломаны рамки. Выставить правильно геометрию кузова по тем запчастям не получится. Именно для этого были приобретены эти двери, чтобы под них выставить кузов, а уже под кузов примите рамки поломанных дверей. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Ремонт, как всегда, начинаем с наиболее поврежденного места. Это средняя правая стойка кузова. При опрокидывании автомобиля произошло давление на крышу в районе стойки, вследствие чего стойка вошла в крыло. С помощью гидравлики и кувалды вытаскиваем стойку вверх. Просто гидравликой здесь не обойтись, поэтому установили машину на стапель. Нам нужно вытащить наружу верхнюю часть средней стойки, а также установить зазор по крышке. И только после этого мы будем отрезать крышу, менять на донора. У обывателя, если он не видел фото после ДТП, может сложиться мнение, что авария была не сильной и остался только косметический ремонт. Таким приемом пользуются ушлые продавцы битых машин. Об этом мы делали подробное видео на примере крупного ремонта дорогого Туарега. Кто не видел, обязательно посмотрите. Выставили кузов, ровные зазоры по крышке, крышка легко открывается, закрывается. Хорошие зазоры по фонарям. Выставили боковой зазор, все более-менее, учитывая повреждения. Дверь стоит в проеме ровно. Промерили проем лобового стекла, диагонали ровные. С этой стороны зазоры не изменились. Дверь также легко открывается, закрывается. Стараемся с этой стороны стойки не резать, а отсверлить полотно. Но с правой стороны, видно, придется со стойками. А вот такого подмятого, крашеного ранее и чуть-чуть жеванного донора привез клиент. Я думал, что Нива популярный автомобиль и наверняка есть выбор, особенно в крышах. Будем работать с тем, что есть.
Зачищаем герметик и краску, отсверливаем по сварочным точкам, подрубая зубилом. По краям полотно прихвачено медью, поэтому используем автоген. Переходим на правую сторону. И тут обнаруживаем, что стойка лобового стекла ранее ремонтировалась и завалена оловом. С помощью автогена выжигаем лишнее олово, которое все равно стечет, когда мы будем варить донора к кузову. Подготовили донора, отрезали все лишнее, отсверлили, подровняли стойки с правой стороны. С левой стороны прорихтовали место будущей сварки. Грунтовать ничего не стали, в связи с тем, что места прихваток находятся очень близко друг к другу. И все это выгорит, когда будем приваривать. А так выглядит кузов, подготовленный к донору. Обрезали стойки с правой стороны. С левой стороны зачистили места будущей сварки. Будем накидывать донора. Убедившись, что стыки донора и кузова подогнаны, приподнимаем донора и вывариваем подкладки сварочных швов. Опускаем донора, прихватываем и обвариваем в разбежку заднюю часть. Переходим к проему лобового стекла. Накидываем лобовуху, и сразу становится ясно, что правая стойка кузова выдавлена чуть-чуть наружу. С помощью силовой башни возвращаем стойку в правильное положение. Проверяем. Убедившись, что все зазоры ровно, открываем операцию и начинаем обваривать. Все сварочные швы внутри стойки обезжириваем, проходим в 2 грунта и закрываем операцию. Закончив со сваркой, переходим к рихтовке всех практически элементов по кругу. Не пострадала только водительская дверь.
От себя хочу добавить, как мне кажется, некую уникальность автомобиля Нива. Без каких-либо существенных модернизаций автомобиль выпускается уже без малого почти полвека. И в первую очередь это связано с неуменьшающимся спросом. Если бы не покупали, то и не производили. А самое интересное, что фанаты этого авто есть и за пределами России. Я имею в виду в первую очередь Западную Европу. И из всех отечественных марок там это, наверное, самый популярный автомобиль. Там Ниву рассматривают как некий продвинутый конструктор для мужчин, а не как повседневный автомобиль. И это не есть плохо, как мне кажется. Донорский капот тоже не без изъяна. Восстановить родную крышку багажника, в отличие от правой двери, не удалось, поэтому клиент приобрел новую. Стоимость крышки почти 10 тысяч рублей. Производитель снабдил ее вот таким руководством. Я прошу тех, кто занимается маляркой, написать, это нормально оставлять при покраске нового элемента транспортировочный грунт. Тем более, когда на нем есть сколы, царапины и вмятины, о которых, как о норме, говорит, кстати, и сам производитель. А это конечный результат наших работ. Все поврежденные элементы восстановлены, сварочные швы зачищены и обработаны в 2 грунта, донор уварен правильно, геометрия кузова восстановлена. Так как дальнейшие работы по автомобилю клиент будет проводить сам, машина от нас уезжает в таком виде. Весь ремонт занял 2 недели. Друзья, напоминаю, если вы что-то нажимаете под видео, пишите комментарии, вы помогаете нашему каналу развиваться. Еще большей помощью будет, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!